Добрый день, друзья! В эфире снова программа «Док-Ток» и моя бессменная соведущая Ольга Арлаускас. Никита Тихонов-Рау. Да, мы муж и жена, которые живем и работаем в России, снимаем фильмы на всякие темы, которые нас, как людей, волнуют. И сегодня мы поговорим на тему, как мне кажется, очень интересную, которой мы занимаемся с 2015 года, о том, как найти свое дело жизни. Каждого из нас волнует этот вопрос, как так построить свою жизнь, чтобы сочетать, с одной стороны, быть полезным человеком для нашего общества, для будущего, да, как-то реализовывать свое человеческое предназначение, а с другой стороны, при этом не умереть с голода, потому что, когда ты начинаешь делать, то неминуемо становится вопрос, а как зарабатывать, как прокормить семью, в конце концов. Ну да. Вот у нас двое детей, да? Между прочим, да. И сегодня у нас замечательные гости, каждый из которых делает на самом деле очень большой вклад в то, чтобы вот таких людей, нашедших свое дело жизни, было как можно больше. Екатерина Бесшапошникова, руководитель образовательных программ фонда «Наше будущее». Дмитрий Богданов, руководитель акселератора фонда поддержки социальных проектов. И Екатерина Халецкая, сооснователь и директор Impact Hub Moscow. И вот для того, чтобы запустить нашу дискуссию, первое, что, наверное, Катя, я спрошу у вас. А что это такое за словосочетание Impact Hub Moscow? Аудитория у нас международная, но все-таки объясните, что такое Impact? Так, ну я с хаба начну, можно? Ради бога. Это проще, да, это проще. Хаб — это такое место притяжения разных людей. Да, вот аэропорт часто называют хабом. Люди из разных стран стекаются в одно место, и что-то происходит, да, какая-то встреча. И вот поэтому хаб. Люди из разных областей, предприниматели, профессионалы в своем деле, партнеры и так далее, они все влияют на то, чтобы что-то произошло, в нашем случае импакт, какое-то социальное изменение позитивное. Что такое импакт? Позитивное социальное воздействие. Ну, точнее, импакт может быть и позитивный, и негативный, но у нас он в позитивном ключе, когда что-то преобразуется. Когда была ситуация одна, а стала совсем другая, вышла на качественно новый уровень жизни, качество жизни, уровень отдельного человека или группы людей. Ну хорошо, вот к вам тогда вопрос. А что нужно, чтобы такой вот импакт, вот такое, как вот Катя сказала, позитивное социальное воздействие, если сухонным языком, да, случилось? Что для этого нужно? Да, собственно говоря, желание и деньги. Вы правильно сказали по поводу денег. Вот мы как раз работаем именно с социальными предпринимателями. Еще до того, как появился этот термин, мы для себя выделяли, что есть проекты, которые осуществляются за счет собственных ресурсов, выручки, оперируют, несмотря на социальный сектор, такими показателями, как прибыль, бизнес-модель и прочими вещами. И на самом деле эти предприниматели, они очень разные. И вот как раз-таки, что касается импакт вот этого фактора и вклада вот этих предпринимателей, это может быть маленькая театральная студия в райцентре, где кроме спортивных секций ничего нет, и если вдруг девочка не хочет обучаться дзюдо, ей сложно чем-то еще там заняться. А может быть, действительно, какая-то солидная организация, сеть детских садов или организация, системно занимающаяся вопросами экологии, очистки сточных вод и так далее, которая будет большая, с миллионными оборотами. И понятно, что у них, ну, конечно, не совсем равноценный вклад, но вот, например, я, как сам человек из региона, я очень ратую именно за небольшие проекты в регионах, потому что в масштабах страны это преобразование социальное, этот вклад, он может быть ничтожный, но для региона, для местности, для городка, поселка и прочих населенных пунктов он колоссален. Поэтому здесь вот в социальном секторе очень сложно корректно рассчитать вот этот вклад социального предпринимателя. Мы считаем даже для наших проектов так называемый СРОИ, это социальный возврат на инвестиции, на вложенные ресурсы. Вот он, конечно, будет неравномеренный. У больших крупных проектов он будет вот такой большой, но по факту, значит, если брать истории отдельных людей, то вот как раз-таки маленькие истории
больший вклад приносит, как показывает практика. То есть я правильно вас услышал, что вот вы сейчас упомянули про вот этот вот срой, и это вообще страшно звучит, я думаю, для большинства наших зрителей. Ну, примерно так же, как и EBITDA, да, Вот для большого это бизнеса. уже мы сейчас запикивать начнем, я просто вам так скажу. Social return on investment. Да. Yes, вот это замечательно. То есть получается, что инвестиции, если говорить про мир финансов, они имеют возможность не только возвращаться в виде вложил деньги, Да, вернул деньги, а в виде получается, прибыли. что ты вложил деньги, а вернул с одной стороны частично деньгами, а частично Да. некими измеримыми социальными Да. эффектами, Да. которые в итоге улучшают нашу с вами жизнь. Это не просто абстрактные Как категории. правило, эти эффекты тоже измеряются в деньгах. То есть, например, сокращение количества заболеваний или там травматизма, или каких-то негативных последствий, там, я не знаю, в виде есть получается, преступности или вот там рецидива, например, для там, недавно освободившихся или там подростков из сложной среды социальной и так далее. То есть это, как правило, все еще измеряется тоже в деньгах. Вот, у нас... То есть социальное предпринимательство, вот как явление, да, оно, собственно говоря, крутится вокруг вот этого соединенного эффекта. С одной стороны есть заработок, а с другой стороны есть социальный результаты или вот смыслы, на самом деле, ради которых люди эти проживают свою жизнь. Я вот здесь хочу задать такой вопрос. Мы сейчас так вскочили на уровень дискуссии довольно на таком высоком профессиональном уровне. Ну, потому что мы сняли 4 серии на базе нашей студии, мы понимаем более-менее, о чем речь. Вы вообще профессионал своего дела. Но вы знаете, когда наша коллега Светлана Горло, режиссер этого фильма, была на Сахалине, возникло такое впечатление, что социальные предприниматели чувствуют себя, с одной стороны, хорошими людьми, у них есть чувство собственной значимости, удовлетворение от того, что у них есть миссия, они видят результат, но у них есть в то же время ощущение какой-то западни, в которую они попали, я имею в виду деньги, они попали в какой-то вот капкан собственного миссионерства. То есть у них есть вот этот зов сердца, но им безумно трудно работать, зарабатывать и быть устойчивыми. Насколько это действительно так? Такая проблема вообще есть? Вот, Конечно, мне, да? конечно, это проблема такая есть. И для многих социальных предпринимателей очень сложно пройти по этому лезвию бритвы между социальной своей миссией и между необходимостью обеспечить хотя бы самоокупаемость. И вот такое вот петляние между этими вот двумя полюсами, между социальной и между финансовой составляющей этого бизнеса, как раз, да, является одной из дополнительных сложностей. Ведь не секрет, что, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, да, там во многом бытует разделение между некоммерческой сферой и между бизнес-сферой. И многие бизнесмены думают, вот сначала я заработаю, а потом буду тратить деньги на благотворительность. Поэтому совмещение вот этих миссий, да, оно сложно, но оно возможно. И, собственно, практики наших социальных предпринимателей российских, которые у нас уже работают не первый год, а многие накопили десятилетний опыт, они показывают, это возможно. Вот смотрите, вот так сложно, да, вот вы когда говорите про вот эту тонкую грань, вот это лезвие, вот вы прям вот про нас говорите, я вам честно говорю, потому что, ну вот мы, например, да, там 5-7 лет назад осознанно для себя решили, что вот нам нравится и интересно снимать фильмы про что-то социально значимое. Импакт-фильмы. Импакт-кино. Причем мы научились уже их производить, эти фильмы, не просто как фильмы, а делать из этого какие-то такие информационные поводы, кампании, для того, чтобы это дошло до зрителей, чтобы это попало в сердца людей и так далее. И для этого, на самом деле, от себя скажу, что есть там целые технологии в мире так называемого импакт-филммейкинга, которые призваны эти вещи изменять. Понимаете? Но если это индустрия, а у нас эта индустрия У нас пока в России этой индустрии нет. Вот мы в ближайшие 5 лет, наверное, будем заниматься тем, что стараться строить ее, в частности, И ходить по с лезвию. помощью таких программ, как сегодняшняя. Но у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что лезвие бритвы, да? Но опасно. Во-первых, опасно, рискованно, сложно, бессонные ночи, я не знаю, там еще что-то, да? А зачем так сложно, если можно действительно в жизни? Вот сначала заработал деньги, а потом взял и начал эти деньги тратить на что-то доброе. Вот почему не так? Зачем? Какие есть аргументы в пользу такого сложного пути, как совмещение несовместимого. так сложно совместимого, да? Дело в том, что
Социальное предпринимательство не заменяет благотворительность. Останутся, всегда будут актуальными те сферы, которые должны будут финансироваться либо государством, либо тем же бизнесом и переходить в сферу благотворительности. Вот, например, помощь беженцам или после стихийных бедствий, когда происходит вот внезапное чрезвычайное событие. Ну, какое социальное предприятие может быстро развить нечто, чтобы помогло жертвам, которым нужны подушки, одеяло, матрасы? Конечно. Это нужна целенаправленная либо государственная помощь, либо частная благотворительность. Но есть модели, в которых можно обеспечить и помощь людям, например, тоже трудоустройство инвалидов, которые не востребованы рынком труда, но которые хотели бы приносить пользу людям. И создание рабочих мест для таких людей – вот одна из важных сфер деятельности социальных предприятий. Это же не деятельность некоммерческих организаций, это вовлечение в рынок труда людей, которые там не были. А вот Дмитрий хотел тоже прокомментировать. Я на самом деле хотел, скажем так, на основании нашего опыта вот это лезвие объяснить, откуда оно взялось. И вот почему, собственно говоря, там, когда снимали Сахалин, вы на самом деле можете снять любой регион, везде у соцпредпринимателей вот этот эффект западни, Да, там, да, конечно, белки так и в есть. колесе и так далее. Так и есть, да. Возникла у нас такая ситуация, ну, в силу исторических особенностей, что изначально вот в эти соцпредприниматели, во-первых, термина еще не было, и просто были предприниматели, которые пытались решить социальные задачи и проблемы не посредством грантов и субсидий. Да? Вот. Они туда, как правило, приходили из некоммерческого сектора, либо через личную историю. Ну, например, да. родился ребенок, поставили диагноз аутизм, был открыт центр по работе с аутистами. Там то же самое, например, ребенок с ДЦП, да, или там кто-то в семье оказался, там, пристрастился к наркотикам, да, и так далее. Через личную боль, либо из некоммерческого сектора. Как следствие, знаний для построения бизнеса катастрофически не хватало. И социальное затмевало вот это предпринимательское. И поэтому эти люди очень часто действительно эмоционально выгоревшие. Это типичная вот проблема российских социальных предпринимателей. Только ли российских, кстати? Ну, смотрите, там, где социальные предприниматели изначально понимали, что в слове «социальное предпринимательство» слово «предпринимательство» не менее важно, чем слово «социальное», у нас так не понимали. У нас социальное – все, вот это главное. А вот как бы то, что я пытаюсь заработать деньги, многие стеснялись этого. Я, когда провожу там такой семинар «Социальный предприниматель», двоеточие, как заработать, у меня там большой есть вопрос, и в зале, дай бог, если один прозвучит ответ, зачем мы это делаем. Дай бог, если кто-то один скажет, ну, чтобы деньги заработать. Потому что у нас стесняются сказать, что я хочу заработать, чтобы решить вот эту социальную проблему и задачу. Вот. Потому что до этого были, конечно, гранты, субсидии, какая-то еще государственная поддержка, поддержка международных фондов. И людям, во-первых, трудно ходить с протянутой рукой, а зарабатывать не научились. И это эмоционально выхолащивает, подтачивает и так далее. И это проблема. Я почему говорю, что я как раз сторонник того, что вот везде, где можно, социальные предприниматели должны заменить другие формы бизнеса, благотворительности или некоммерческих организаций, потому что я знаю много некоммерческих организаций, особенно небольших, региональных. Это люди, которым очень сложно жить. Фактически вся их жизнь направлена не столько на решение задач, ради которых они созданы, сколько на поиск вот этих денег. То есть они вечно ищут эти деньги, потому что вы понимаете, что ни гранты, ни субсидии не обладают признаком устойчивости. Абсолютно. Вот выручка, если вы правильно построили бизнес, она может быть очень устойчива. А гранты и субсидии в этом году дали грант, в следующем скажут, ну извините, у нас вот еще там 500 проектов стоит, ждет. Вот. Поэтому они бедные ищут деньги, и им зачастую даже может не хватать денег на решение вот основных задач. А вопрос? И вот поэтому они такие, и у нас вот эта проблема, потому что многие приходили именно из некоммерческого сектора в социальное предпринимательство. И не хватает знаний. Вот. Я поняла. А как вот нам перестать стесняться того, что мы хотим ситуация, в принципе, сама по себе меняется. Вы знаете, вот раньше какие-то активности
в виде дополнительных образований там, в рамках школ или там, детского развития, которые оказываются за деньги, воспринимались в штыки. Сейчас, в принципе, во всех городах-миллионниках и полумиллионниках и так далее родители считают, что это нормальная практика. Если я хочу для ребенка каких-то дополнительных секций, вот я за них плачу. И сам выбираю, оцениваю качество, там, эффект для моего ребенка, там, положительный, нейтральный, какой угодно еще. Поэтому ситуация, в принципе, меняется. Да. Она меняется, конечно, не быстро, и завтра она не изменится. Но я думаю, что вот сейчас, если будем активно хотя бы использовать термин «социальный предприниматель», а не некоммерческая организация. Мы же до этого 10 лет у нас доминировали НКО везде. В социальном секторе доминировали НКО, либо программы корпоративной социальной ответственности крупных компаний. Вот. А у нас каждая крупная компания, в принципе, очень социально ответственна. Здесь грех ругать наш там, Крупный бизнес. Крупный, средний и крупный бизнес, да, то есть верх среднего и крупный бизнес, у нас все очень социально ответственны, у них безумные пакеты вот по развитию территорий, где они присутствуют, по помощи и так далее, и так далее. Вот. Сейчас просто потихоньку будет вектор меняться, и когда мы уйдем исключительно от термина некоммерческая организация, которая решает вот эти задачи, и мы должны ей помогать, к социальный предприниматель решает эти задачи, мы должны ему помочь, но не дать рыбу, а дать удочку, то есть научить его работать с выручкой, прибылью, клиентами, продуктами, рентабельностью. Ведь тот, кто пришел из НКО, он же не затачивает свой продукт под кого-то. Это вот когда в стихийные бедствия не рассматривают, какого качества подушки, одеяла выдают, потому что нужно, в принципе, просто одеяло укрыться и людям переждать. Да? Вот. Те, кто из НКО зачастую, они не очень сильно заботились о качественных потребительских ценностных характеристиках продуктов. Получается, мне сейчас пришло в голову, что следующий импакт-проект, Никита, надо назвать так. Деньги – это неплохо. Деньги – это неплохо. И вот ходить к социальному предпринимателю… Деньги – это не стыдно. Деньги – это не стыдно. Деньги – это хорошо. Да. У нас вот, знаете, ты понимаешь, когда мы создавали, опять в топ про наше кино, когда мы создавали первые наши фильмы, там речь шла об инвалидности. И на какой-то из премьер кто-то с удивлением узнал, что, оказывается, мы делали это не бесплатно, а за зарплату. Да. И что у нас есть производство, операторы получают деньги. И меня застыдили ужасно, попытались со словами, что как вы можете зарабатывать на инвалидах? Вот вы сами же озвучили вот эту первопричину для зрителя. Выгоревших социальных предпринимателей, потому что есть еще часть общества, которая их стыдит. Вы зарабатываете на детях аутистов? Еще один маленький пример, как раз вот если говорить про то, как устроена индустрия, мир медиа, в котором мы живем, да, ведущие голливудские студии сейчас, у них у каждой есть своя программа на стыке с социальным предпринимательством или благотворительностью, или корпоративной социальной ответственностью и так далее. Начиная от Warner Brothers, Disney и заканчивая там Miramax и прочими всякими компаниями. Приведу пример. Есть один замечательный фильм, может быть, кто-то из вас его даже видел, «Мия и белый лев». Это про девочку и про то, как рядом с ней растет маленький львенок. И вся эта история глобально, она посвящена тому, как спасать и сохранять эту дикую природу, и не внедряться, не уничтожать этих уникальных, замечательных, там папа красивых социальный предприниматель, да. который с животными в итоге занимается. фильм снимается на высочайшем уровне, зарабатывает миллионные сборы в прокате, и при этом решает очень конкретные социальные проблемы, и часть средств, которые зарабатываются студии-производителей, идут на решение этой социальной проблемы. Блестящий, абсолютно, да, вот социальный предприниматель в киноиндустрии, да. Они умеют. Кать, а к тебе вот вопрос. Ты у нас вот англоязычно так упаковалась, Impact Hub Moscow, да? Расскажи про лучшие мировые практики вот того, о чем мы сейчас говорим, где социальный предприниматель прикаян, счастлив, его да, не в какой стыдят? стране мира это его... Я вот еще, кстати, хотела добавить и к новому вопросу перейду. В Ашоке, в организации, в которой по
по легенде, но и отчасти фактически, Билл Драйтон, ее основатель, назвал, собственно, социальных предпринимателей. Там вообще изначально была идея такая, что социальный предприниматель, он трансформирует среду в первую очередь. То есть вот эта трансформация, вот это ключевое. А дальше уже там накапливается и социальный эффект, который можно померить, и деньги, которые приходят социальным предпринимателям для устойчивости бизнеса. Но вот эта вот идея, если она у социального предпринимателя есть, что надо среду трансформировать, и чаще всего социальный предприниматель понимает, что он ее может трансформировать, если вовлекает свою аудиторию в процесс, да, и, соответственно, там, его целевая группа производит какой-то продукт, услугу, он ее трудоустраивает, он за это получает деньги. То есть вот это все в комплексе. Мне кажется, нужно так это в комплексе и рассматривать. Да? И если в какой-то момент у социального предпринимателя не хватает денег, то значит нужно посмотреть на весь процесс и на всю цепочку. И вот это мне очень нравится в том, как Ашока это описывает, то, что заработок, да, не нужно его стыдиться, но он вторичен, и он исходит вообще из всей модели понимания. Вот, я надеюсь, я понятно выразилась. Золотые слова, что все равно любой крутой даже бизнес-проект всегда вырастает из озаренности, увлеченности, визионерства создателя, будь то маленькая забегаловка или кафешка, и будь то гигантские проекты по созданию мобильных телефонов, меняющих наш мир. Да. Мы вернемся сейчас в эфир после небольшой паузы. Друзья, мы возвращаемся в студию Док-Ток. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем тему, что такое социальное предпринимательство. И звучит это, может быть, немножко страшно, но при этом на самом деле касается каждого из нас. Потому что каждый из нас решает для себя вопрос, как осмысленно прожить свою жизнь и при этом зарабатывать деньги. Сошлись на том, что в российском менталитете вообще, в принципе, фраза «зарабатывать деньги», она звучит немножко так... Да, вот я вижу по лицам наших сегодняшних гостей, все сталкивались с этим, что это почему-то, наверное, с советских времен идет, да, что это стыдновато, да, что это типа стыдно. Не знаю. Мы просто увидели две крайности. Мы увидели советскую систему, когда это было, в принципе, не разрешено. И мы увидели дикий капитализм 90-х, когда это было настолько противно, Да. Что люди, да, отвернулись от этого. Деньги это... Да. Вот давайте вернемся к вопросу, который мы задали и Кате. Кать, скажи, пожалуйста, ну вот в каких странах социальное предпринимательство наиболее развито и таким людям живется максимально комфортно? Да, вот мы сейчас с коллегами как раз обсудили. Великобритания, первое, что мне пришло на ум, там, во-первых, есть особая форма community company. Community company, как-то так она называется. Community interest company. Да, community interest company. То есть это такой гибрид между компанией и некоммерческой организацией. Их там достаточно много, этих форм, ну, точнее, этих компаний, и плюс кооперативы тоже там процветают. Социальные предприниматели делают большой вклад в ВВП, там даже его считают порядка 3%, и дают большое количество рабочих мест. То есть, вот, ну, казалось бы, что вот эта страна, где нужно быть социальным предпринимателем. Вот. Но также вспомнили и Индию, например, где очень, в принципе, большое расслоение в обществе, и социальный предприниматель может, основываясь на нуждах огромного количества бедного населения, строить такие модели, где по чуть-чуть от каждого приведет к общему капиталу, да, и вот на этом строить свое социальное предприятие. Очень много там примеров. В любом случае, для развития вот, социального предпринимательства, мне все, знаете, все время не хочется формулировку это повторять, потому что она звучит слишком громоздко, как мне все время кажется. Хотя вроде термин уже становится постепенно популярным, но проще, да, вот как найти свое дело жизни и делать его, и зарабатывать деньги и так далее. Почеловечнее, да. Но, тем не менее, мы никуда не уйдем от того, что нужна в стране инфраструктура. Инфраструктура как бы и на уровне государственном, и на уровне законодательства, и на уровне институтов поддержки, и на уровне частных инвестиций, и на уровне отдельно взятых проектов, и на уровне некоммерческих организаций или волонтерских проектов, которые трансформируются в такие социально-предпринимательские проекты. Вот давайте сейчас обозначим, а что в нашей стране есть с точки зрения вот этих вот институтов, ключевых, которые помогут помочь такой человеческой инициативе реализоваться. Вот, Елен.
Екатерина. Ой, господи, Екатерина, Бог ради, извините. Законодательство есть. Да. Первый момент. В этом году как раз летом принят закон о социальном предпринимательстве как дополнение к закону о малом и среднем предпринимательстве. То есть у нас социальное предпринимательство является частью малого и среднего коммерческого предпринимательства. А деятельность так называемых социально ориентированных некоммерческих организаций регулируется отдельным законом. Она также поддерживается государством. Окей, закон. Финансирование. Значит, существует государственное финансирование, это гранты и субсидии для коммерческой вот этого направления, и отдельные гранты, субсидии и налоговые льготы для СОНКО, социально ориентированных некоммерческих Вы говорите, организаций. говоря про СОНК, вы имеете в виду фонд президентских грантов, вы имеете в виду гранты мэра Совершенно Москвы, верно. да, и другие. Да, и налоговые льготы плюс у них еще существенные, и возможность льготной аренды помещений. Это тоже важно для них. Замечательно. Дальше. Инфраструктура. Подождите, а вот по поводу коммерческой части. Мы с вами упомянули источники финансирования не коммерческой, а коммерческой. А коммерческая, собственно, там есть государственные, во-первых, грантовые программы до 1,5 миллиона рублей. На развитие предпринимательства. Да, начинающим социальным предпринимателям. Второй момент. Социальные предприниматели могут также пользоваться региональными льготами, теми же налоговыми льготами и также льготной арендой помещений. Просто каждый регион этот вопрос решает самостоятельно. Понятно. Третий момент. Совместная деятельность с государством по возмещению расходов социальных предпринимателей через так называемое подушевое финансирование. То есть вам, например, нужно отвести вашего ребенка на конкретный кружок. Да? Вы обращаетесь, есть специальные механизмы, сертификаты, один из видов. Вам выдают сертификат, и вы можете пойти к любому государственному поставщику и к негосударственному поставщику, какой вам ближе к сердцу, какой лучше для вашего ребенка, туда вы несете ваши деньги. Таким образом, деньги следуют за гражданином, за выбором каждого гражданина. Вот это далеко не во всех не во регионах. всех Здесь регионах. еще- Есть Уточним, просто что такие это практики. по пальцам Да, Здесь это на самом деле... инновационный Да, инновационный механизм. Екатерина, вы очень скромно умолчали о роли фонда «Наше будущее», который на самом деле последние больше 10 лет занимается Ну, о себе развитием говорить этой сложнее темы. всего, вы знаете, Давайте да. поэтому я про вас расскажу, потому что фондом создана гигантская совершенно инфраструктура, экосистема развития социального предпринимательства и на уровне образования, и на уровне поддержки конкретных проектов, и на уровне инкубаторов, акселераторов, и чего там только нет, и на уровне работы с средствами массовой информации. Я вижу в ваших руках замечательный каталог, Да? который Вот, могу называется показать. «Социальное предпринимательство», он так и называется. Да. России. Да, издается он, по-моему, уже 5-й год, если не С ошибаюсь. 2015 года Уже толстенькая мы, такая книжечка да, по лучшим совместно с кейсам. фондом Gateway издаем вот такой каталог социальных предприятий, которые мы выявляем каждый год, и мы освещаем их деятельность, чтобы люди могли учиться, новые социальные предприниматели могли учиться уже на существующих практиках. Вдохновляться. Да. Очень круто. А что давайте, может касается, быть, даже да. упомянем, там же, по-моему, адрес сайта есть, где люди могут познакомиться с этими Да, проектами. soindex.ru. soindex.ru. Это так называемый банк социальных идей. И еще есть наш ресурс, где можно почитать о социальных предпринимателях, их историях. Называется «Социальное предпринимательство». Собственно, так и называется социальное Так и предпринимательство. называется. Да. От себя тоже скажу, что мы тоже занимаемся тем, что вдохновляем людей заниматься этим направлением деятельности. И каждый из наших зрителей может зайти на сайт «Дело жизни» в одно слово .org, org на английском языке, а «Дело жизни» по-русски. И посмотреть, там уже размещено более 20 роликов, снятых по всей стране. И в Архангельской области, и на Сахалине, и в Югре, и в Москве, где люди могут просто познакомиться и посмотреть на эти лучшие социальные проекты. Ну, на самом деле, когда мы работали над этими фильмами и, опять-таки, знакомились с социальными предпринимателями, я все время внутри себя повторяла такую фразу: «Господи, какие они крутые! Какие они крутые!» Как-то вот сам даже, как ты думаешь, едешь по какой-нибудь убитой дороге, к какому-то грустному селу, и приезжаешь к этому социальному предпринимателю, знакомишься, и видишь, что внутри у него бьется горячее сердце, и он реально трансформатор, как-то становится лучше на душе и спокойнее за будущее нашей страны. Извините за пафос, но это действительно так. Дмитрий, скажите, а вот ваша организация что может предоставить социальным предпринимателям? Ну, мы достаточно молодая организация. Мы работаем только вот
2 года, как получается примерно. И у нас 2 формата поддержки, которые до этого использовались. Это акселерационная поддержка, как раз-таки, когда мы учим социальных предпринимателей улучшать бизнес-показатели своего проекта. Как раз выручка, прибыль, то, о чем я вам говорил, рентабельность, они слышат впервые зачастую эти слова. Без которых они не могут жить. Как сказала одна директор ЦИС, кстати, мы забыли совсем про инфраструктуру, я вот добавлю, куда на самом деле идти предпринимателям, особенно в регионах, под конец, а вот сейчас отвечаем. Значит, смотрите, и как раз-таки вот мы даем не рыбу, а удочку, чтобы они могли, собственно говоря, накормить себя. Это первое. И второе, по итогам акселерационных программ, где на протяжении 2 месяцев, собственно говоря, они вместе с трекером улучшают эти показатели. Это такой эксперт-наставник, который курирует их в рамках работы в акселераторе и еженедельно с ними на связи. Вот. И они ставят цели, задачи именно по улучшению численно измеримых показателей. Для многих это вообще катастрофа оцифровать и посчитать что-то в своей деятельности, потому что, как я уже говорю, социальное, оно как бы... Да, ну, знаете, как любовь же посчитать нельзя. Вот они примерно так и говорят. Ну, как мы можем вот посчитать там доброту, например? Вот можно. На самом деле можно, да. На самом деле можно, и как только это считают, они видят результаты своей деятельности. Так вот, после акселерации они у нас могли претендовать на льготные кредиты беззалоговые, под 6,5% годовых, но я, как руководитель акселератора, всегда очень радовался, потому что обычно подавалось изначально 50% от зачисленных на акселератор, и к концу заявки оставляли примерно 1-3 человека. Все остальные снимали заявки, потому что как только они видят, что можно улучшить свои показатели, зачем брать заемные деньги, если ты можешь заработать это? То есть, да, я немного портил статистику, другому нашему подразделению, которое должно было заниматься этим самым кредитованием. Да. Вот. Но вот считала, что мы как акселератор работаем хорошо, потому что мы именно улучшали их состояние. Понятно, что у кого-то больше прирост, у кого-то меньше. И опять-таки, как считаем, если в абсолютных показателях или в относительных, вот крупные проекты, там, например, сеть детских садов, они подросли на 20 с чем-то всего процентов, но это больше 2,5 миллионов выручки ежемесячный прирост составил. Да, то есть это да. Из Нижнего Новгорода, и, кстати, там основатель Ирина Демина, вот на нее смотришь, и реально ты восхищаешься человеком. То есть, какая она крутая. Вот все, кто ее видел, говорят, господи, какая она крутая. Вот таких соцпредпринимателей очень много. Или там из Тульской области сеть садовых центров. То, что ты смотришь, говоришь, Ирина, какая же, там тоже Ирина, какая же она крутая. Вот. Знаете, вот я так сейчас понимаю, что когда мы говорим про вот эти вот институциональные, экосистемные вещи, то здесь нельзя тоже не упомянуть про, помимо вот того, что перечислили вы, нельзя не упомянуть про еще огромную роль российских крупных компаний, которые в этом на самом деле принимают участие. И мало у какой компании сейчас нету какого-то отдельного либо грантового конкурса, либо целого направления, поддерживающего, в общем, социальные проекты в регионах присутствия. Поэтому каждый, в общем-то, из жителей России в своем регионе, имея идею и умея ее описать, хоть как-то, хоть в каком-то виде, может получить поддержку на реализацию своего проекта вот ключевой такой компанией, находящейся в регионе. Хочу на самом деле здесь немножко дополнить. На самом деле не как-то. Крупные компании тоже очень ответственно подходят к этой деятельности, но вот в данном случае мы контактируем очень плотно с таким предприятием, с такой компанией, как Норильский никель, и они очень скрупулезно подходят. То есть там люди пишут очень взвешенные, правильные бизнес-планы и делают очень взвешенные, правильные презентации. Да. И потом они действительно рассматриваются, знаете, как у серьезных предпринимателей, у них на специальном комитете. Конечно. И им выделяется финансирование. То есть они очень тоже хорошо учат вот этих социальные проекты на местах, быть именно социальными предпринимателями. То есть как раз-таки думать о том, как ты будешь жить завтра, послезавтра и через 5 лет, когда, может быть, вот эти деньги, они кончатся, а у тебя должны быть какие-то другие. Поэтому
Как правило, вот крупные компании, я заметил это, они тоже очень любят и акселерационные программы и так далее, но они очень ответственны, уже прошли те времена, когда, знаете, просто деньги развентилировались. Ну что вам, вот, ну держите там вам какие-то деньги. Это вот, наверное, была практика больше, наверное, 90-х и нулевых годов. В десятых она уже трансформировалась в очень взвешенную такую политику организаций в регионах присутствия. А скажите, в мире это тоже так? В мире это тоже так работает? Что крупный бизнес, да, крупный бизнес Безусловно. вкладывает Вы же в знаете социальные фонды, проекты. которые существуют, крупные фонды, которые организуют корпорации, но они предпочитают в основном все-таки корпоративные фонды финансировать некоммерческие организации. А вот в продолжение рассказа коллеги, мы сотрудничаем тоже с крупным бизнесом российским, с ОМК, с компанией «Балтика», с компанией «Лукойл», но немножко по другой схеме. Компания выделяет деньги, но привлекает нас как экспертов в социальном предпринимательстве, чтобы обучить людей на местах, чтобы деньги были выделены лучшим проектам из обученных. Таким образом мы реализуем вот это взаимодействие с крупным бизнесом. Крупный бизнес не только дает деньги, но и привлекает экспертов в социальном предпринимательстве, чтобы деньги дошли до успешных предпринимателей. Кстати, вот специфика как раз, наверное, российского крупного бизнеса, в отличие от западного, США, например, или там в странах Европы, у нас как раз такой социально ответственный бизнес, он в большей степени поддерживает именно социальных предпринимателей, а не просто благотворительные проекты. Благотворительные тоже, безусловно, тут никто не отнимает, но у нас очень большой вектор движения именно туда. Да, потому что крупный бизнес, как правило, у нас, если это особенно сырьевой или не обязательно, он все-таки находится в тех территориях, которые, на тех территориях, которые нужно развивать, и там, как правило, там сложные условия жизни, там, я не знаю, транспортные условия и так далее и тому подобное. И поэтому, и понимаю, что на самом деле программы КСО может не хватить для этого, вот, а социальный предприниматель хорош тем, что он в какой-то момент перестает просить денег или просит гораздо меньше. Становится самостоятельным. Да, абсолютно точно. Я же все время шутил, говорю, наша на самом деле стратегическая цель, в том числе и моя, сократить давление на бюджеты всех уровней по выделению вот этих субсидий, вечных субсидий, ну, да, субсидий, вот этот патернализм убрать. Абсолютно А вы точно. знаете, я вот сейчас вот вас всех слушаю, и у меня какое-то вот странное ощущение, что, в принципе, ну, любой предприниматель должен быть социальным. И вообще откуда взялось вот это представление, что есть какие-то предприниматели, которые жесткий капитализм, и есть какие-то странненькие предприниматели, которые, в общем-то, мало зарабатывают обычно, да, за исключением каких-то уникальных кейсов. Нельзя было бы как-нибудь это вот, или, может быть, социологи как-то это видят в нашем светлом будущем, что когда-нибудь это схлопнется, и все предприниматели, весь бизнес станет тоже социально либо ответственным, либо ну, в общем, должна же быть какая-то уникальная, универсальная модель, где мы ничего не разделяем. Ой, тут прям попали в такую философскую проблему. У меня просто есть прошлое академическое, я даже там кафедру эконом-теории возглавлял какое-то время. Да, на самом деле, смотрите, какая вещь. По большому счету, любой предприниматель социален, потому что на его налоги содержатся все институты, которые обслуживают общество. Правильно, да. Поэтому, по большому счету, любой бизнес, он социален. Значит, и большая часть, там, я не знаю, очень знаменитых там, за рубежом, если брать университетов и так далее, созданы акулами капитализма, потому что в какой-то момент все равно происходит крен даже у самых больших там акул. И, значит, человеческий? Или что? На самом деле, да, чаще всего человеческий крен такой происходит, но у нас термин «социальное предпринимательство», наверное, выделен в большей степени, чтобы оказать поддержку именно компаниям, которые несут на себе повышенную социальную нагрузку, ну то есть не ларек, который торгует газировкой и сигаретами, да? Хотя и он тоже может быть социальный. И я знаю кейсы, когда такие владельцы таких магазинчиков в деревнях сетей, они строили детские площадки возле себя. Да. Вот. Ну, потому что дети пока играют, пока родители там покупают что-то. Ну, не ларька, там маленькие магазинчики все-таки это уже. Ну, как бы за свой счет-то на самом деле строили. А это все равно на минутку там 300-500 тысяч детская площадка стоит. Это не так мало для регионального маленького предпринимателя. В общем,
а вы как думаете, нас ждет светлое будущее, в котором... Я бы не Схлопнуться. путала. Вот давайте разложим все по ящичкам. А я-то пытаюсь все схлопнуть. Под идеальную универсальную модель ни один мир не влезет. Невозможно натянуть сову на глобус. Так. Поэтому всегда будет многоукладность. Всегда будут разные люди и разные схемы. Это в природе человека. Поэтому обычный предприниматель, о котором вы говорите, это не акула капитализма, это просто человек, который создает рабочие места, платит зарплату и платит налоги. Вот его социальная составляющая. И он производит продукты, которые, возможно, кому-то нужны, кто-то же за них платит, правильно? Конечно. Тоже газировку, продукты, ну, не будем о пользе говорить, о газировке, да? Тем не менее, кто-то покупает. Социальный предприниматель добавляет к этому еще определенную свою, вот это социальное воздействие, о котором Екатерина говорила. Да? То есть он помогает конкретным детям, пенсионерам, природе, собакам, кому угодно. Он измеримое позитивное социальное воздействие в дополнение к этому. Давайте в качестве дискуссии, смотрите, но вот первый предприниматель, если он начинает работать вот с теми же самыми какими-то социально уязвимыми слоями населения, он автоматом становится социальным. Не автоматом, критерий. Нет, в том числе и по нашему новому закону. Да, 50% реинвестирования прибыли, да. Ну, не обязательно реинвестировать. Вот ты чувствуешь, эмоциональная дискуссия. Да, 50% выручки, например, от продажи продуктов, которые шьют мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, или вяжут, такие тоже есть социальные предприниматели, вот, составляет. И он автоматом даже по нашему закону, который четкие критерии определил, казалось бы, ну это прям жестко, да, очень, он автоматом становится социальным. Поэтому вот на это самом деле... социальное воздействие, да? Да. Ну, на самом деле тут о чем мы говорим? Вообще, если концепцию предпринимательства брать, в принципе, кто там, Шумпетер, по-моему, сказал, что любой предприниматель, он преобразует то болото, возле которого там, ну, это вольная цитата, да, любой, да, предприниматель стремится что-то преобразовывать вокруг себя. Вот. А социальный предприниматель, у него, конечно, крен в пользу в большей степени вот именно социальных преобразований. Не просто преобразований, а социальных преобразований. Но здесь уже, знаете, такие тонкие материи, они часто переплетаются, по большому счету. Уж точно, что останется, это микро, малый и нижняя часть среднего бизнеса, у которых будет вот эта социальная доминанта в деятельности, и крупный бизнес, у которых будут разные типы программ корпоративной социальной ответственности, поддержки, фонды и благотворительности. Вы знаете, я так вот внизу будет все переплетаться. Знаете, так вот переплетаться, экосистема да, такая. экосистема. Я просто сейчас смотрю на подрастающее поколение, на молодежь, да, ну это, наверное, вот вы ответите на мой вопрос. Их так называют миллениалы, да, наверное, все мы понимаем, о чем идет речь. А вот эти люди, они уже не так привязаны к материальному, у них уже не модно тратить деньги на шик. Да? Вот женщины там моего поколения, вот как-то было модно, что ли, вот какие-то там бриллианты, почему-то была такая идея. А вот современные девушки, они как-то вот хотят больше в экологию, в ответственное потребление, в то, чтобы приносить кому-то пользу. В волонтерство. В волонтерство Это и в социальное предпринимательство. Вот я права, что такой тренд существует, и вы его наблюдаете. Вот расскажите про это. Да, действительно так. Мы много работаем с молодежью. И вот они, кстати, очень редко разделяют социальный бизнес или не социальный, да, или это просто бизнес. То есть для них это нормально, это естественно, что бизнес должен быть экологичным, нужно хорошо относиться к своим сотрудникам, к своим поставщикам и так далее, да, какие-то экологические практики применять, что не обязательно вся прибыль должна быть для учредителей, да, можно ее вкладывать и в комьюнити. То есть это действительно так, и мне кажется, вот это подрастающее поколение, оно как раз и соединит вот эти два мира в будущем. Сошлет, да. Все-таки я это услышала. Я просто в каждой программе пытаюсь увидеть образ прекрасного будущего, и все время пытаю всех спикеров на тему того, где же этот ключик к следующему этапу нашего развития. А вы вот в своей практике видите, что молодежь все больше приходит в социальное предпринимательство? Или это пока что среднее поколение? Молодежь начинает очень неплохо, в частности в вузах. Если есть неплохие
акселераторские проекты или проекты, связанные с вплетанием социального предпринимательства в обучение. Например, проект по социальному предпринимательству мы поддерживаем также, например... Простите, уточним, как это можно вплести? Вот как это? Очень просто. Например, мы проводили совместную программу с РАНХИКС, когда студенты в течение года разрабатывают под руководством преподавателя проект в сфере социального предпринимательства. И задача у этого студента не просто сделать работоспособное и действующее социальное предприятие, но потом, когда он выйдет из этого проекта, чтобы оно продолжало работать. Вот такая сложная задача. Ух ты. И по всем регионам России был этот конкурс проектов, и, собственно, он дал хороший результат. А вот если говорить про образовательную программу, в России есть где научиться, поучиться целенаправленно? А мы все представители образовательных организаций, которые обучают социальных предпринимателей. Вы акселерируете, Екатерина, соответственно, инкубирует. У нас целая лаборатория социального предпринимательства, которая проводит и для начинающих социальных предпринимателей школы, а я обучаю, например, тренеров в регионах. Для людей это бесплатно? Для людей это бесплатно. Отдельные курсы у нас были и платные, тоже механизмы. Онлайн-школа была для всех регионов России. Мы онлайн обучали. У нас была платная программа. Куча вебинаров, которые бесплатны. Вот заходи на лабораторию. Как создать детский садик? Как создать логопедический центр? От начала до конца. Я хочу просто еще раз здесь сакцентировать внимание нашей аудитории, что если кому-то интересна эта тема, то, пожалуйста, вот у нас есть образовательные акселерационные программы у Фонда поддержки социального предпринимательства, да, Дмитрий? Социальных проектов. У нас есть фонд «Наше будущее» с его образовательными программами, лаборатории. labsp.ru. И есть Impact Hub Moscow, который в самом сердце прямо в Москве находится. Очень удобно доезжать до Китай-города. И там тоже программа есть... для всех городов. Да. То есть вот на самом деле... вот такой вопрос. Кстати, если вы это проводите бесплатно для людей, то тогда за чей же счет это происходит? Ну вот, например, в вашем случае. Да, но в нашем случае мы вообще сами считаем себя социальными предпринимателями, потому что мы сами создались на энтузиазме и сами находим ресурсы для того, чтобы потом программы для предпринимателей других проводить. И нас поддерживают в основном крупный бизнес и фонды. То есть вот к вопросу, да, о том, как у нас крупный бизнес Насколько участвует. я знаю, в случае с структурой, в которой работает Дмитрий, это агентство стратегических инициатив. Наш учредитель, но финансовое наполнение вот до сих пор, то, которое было, оно было тоже за счет средств крупного бизнеса. То есть это внебюджетные деньги. Российский союз промышленников предпринимателей. Отдельные организации туда входящие. Понятно. Ну, а в случае с фондом «Наше будущее»? У нас есть самоокупаемые направления. Мы выдаем беспроцентные долгосрочные займы социальным предпринимателям, и они возвращаются, конечно, медленно и долго, но тем не менее. И направления, например, образовательные, они тоже выходят на какой-то уровень самоокупаемости, но есть там ряд направлений, которые финансируют непосредственно наш учредитель Вагит Аликперов. Ну, знаете, вот мы должны постепенно завершать нашу сегодняшнюю дискуссию. Для того, чтобы мы как-то логично с вами попрощались, я просто хочу сказать нашим зрителям следующую вещь, что мы сегодня обсуждали в эфире, как найти свое дело жизни, как прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, говоря словами классика, и как при этом суметь зарабатывать деньги, что в современных реалиях совсем не стыдно, а наоборот дает прочную базу для любых самых светлых устремлений, чего я вам всем и желаю. С вами была программа «Док-Ток», моя соведущая и супруга Ольга Орлаускас. И Никита Тихонов-Рау. И наши замечательные гости. И наши замечательные гости. До новых встреч.